Крупная машиностроительная компания Schneider Electric приняла решение о передаче расчета зарплаты на аутсорсинг. В проекте участвовали подразделения Schneider в России, Украине и Казахстане. Аутсорсинговой компании предстояло готовить более 10 тысяч расчетных листков ежемесячно. Первая основная задача – это унификация правил расчета заработной платы и процессов для всего региона. Это Россия, это Казахстан, это Украина. Вторая задача – это внедрение БОС-кадровика в России и Украине, и в Казахстане это 1С. На весь проект, на весь периметр СНГ был выделен руководитель проекта, это я. У нас был также директор проекта, который также курировал весь проект. И у нас выделялись люди, как отвечающие за весь блок, так и выделялись люди со стороны соответствующих юрлиц. У каждого юрлица была какая-то своя команда локальная и по расчету заработной платы, и по IT-поддержке. Поэтому все эти участники были частью нашей команды, и мы с ними взаимодействовали удаленно. У нас были регулярные звонки, регулярные встречи, как внутренние локальные, так и вместе с командой BDO. У нас были управляющие комитеты ежемесячно, где наши основные стейкхолдеры, основные спонсоры, которые контролировали проект с точки зрения рисков, с точки зрения сроков. Поэтому они постоянно с нами были в контакте и помогали нам решать все основные операционные вопросы. Обучение нам потребовалось. Мы организовывали обучение как локально, так и с привлечением компании BDO, потому что система новая, процессы новые. Поэтому, конечно же, когда проект предполагает одновременно и изменение процессов, и изменение системы, без обучения не решить этот вопрос. Со стороны BDO на проекте работало 12 расчетчиков, группа программистов, директор по работе с клиентами и я. Я отвечала за управление проектом и координацию офисов в других странах. В Казахстане и Украине также работали группы расчетчиков и свои программисты. Мы собрали данные по текущим процессам, провели серию интервью со специалистами Schneider Electric и использовали полученную информацию для разработки технического задания и регламентов взаимодействия. Мы оценили все возможные риски, оценили вероятность возникновения каждого из них и спланировали, что мы будем делать, если они произойдут. Регулярно их контролировали, а также у нас был план А и план Б. Но так как все было реализовано в поставленные сроки, то прибегать к плану Б не потребовалось. Проект был разбит на волны. В первую волну вошли юрлицы Москвы и Калининграда. Мы уложились за 3 месяца, и пилот был признан успешным. Потом мы внесли ряд изменений в рабочие процессы. Согласовали расчет заработной платы в зависимости от деятельности юридических лиц, скорректировали виды оплат и согласовали отчеты, которые должны быть во всех локациях Schneider Electric. Повторно пересмотрели регламенты взаимодействия. Основные проблемы, которые у нас были, это жесткое сопротивление со стороны внутренних локальных команд, как по расчету зарплаты, так и по поддержке IT. Поэтому мы эти риски и проблемы решали в первую очередь регулярными коммуникациями, регулярными встречами, порой даже по несколько раз в неделю, где мы с ними проговаривали, информировали, объясняли, зачем мы это делаем, какие выгоды каждый получает. Встречались с основным генеральным менеджментом этих юрлиц компаний, где объясняли проект, его суть, его цели, задачи и как мы их будем решать. В результате в каждой из 4 стран, принимавших участие в проекте, действуют единые регламенты. Расчет заработной платы для всех юридических лиц Schneider Electric в России и на Украине ведется в системе БОС-кадровик, в Казахстане на базе 1С.